Ко мне пришли черенки из агрофирмы Росток. Вот они, вот так выглядят. Сегодня 18 марта 2024 года. Шли они Почта России 1 неделю. Вот так. Хорошие. Где-то 60 сантиметров длиной. И сами довольно крупные такие. То есть нужного размера. Примерно с карандаш большая часть черенков. Вот этот не очень большой. Есть не очень большие. Вот как такой, например. Видите, он довольно тоненький, к сожалению. Вот. Но в основном очень хорошего размера. Значит, кончики черенков замазаны садовым варом. Вот, например. Что не дает им иссушиться. Вот. Они действительно в хорошем состоянии приехали. Почки на абрикосах и черешнях не открыты. Вот у нас черешня. Кстати, неудачно вот как-то. Вот, значит, вот почечки закрыты. Все нормально. Это у нас черешня ленинградская черная. И давайте теперь посмотрим, что за сорта здесь есть. Значит, я заказал на 3300 рублей. От 1500 они отправляют Почтой России бесплатно. Так что, в общем, это классно. Это классно. То, что можно так вот немножко сэкономить на почте, на отправке. Так, ну и давайте посмотрим теперь, что здесь есть. Здесь цена указана одного черенка. И, соответственно, название. Что у нас есть? Брянская красавица. Брянская красавица — это похожая груша на болгарскую красавицу. Она такая, или на китайскую похожа. Сочная и похожа на кочерышку капустную. Сочная кочерышка капустная. Такого рода. Но мне очень нравится такого типа. А видно, это тоже похоже, тоже сочная и зимняя. Вот брянская красавица зимняя, видная зимняя, китайская номер 7. Это на самом деле советский опытный образец, который, видимо, не перешел в какой-то конкретный сорт, а просто вот с опытной станции их, видимо, срезали и продают. Это очень необычно. Вот. То есть он еще испытаний не прошел, просто номер 7. Ну, как бы не получил название какое-то конкретное. Пинголи партизанская. Это китайская груша формой как яблоко, круглая такая, не очень большого размера. И сочная, такая хрустящая, сочная, как вот в магазине белые груши китайские продаются, вот это похоже. Просто Мария. Это хорошая груша для моего региона, это северо-запад, конкретно Санкт-Петербург. Она, конечно, лучше подходит для Москвы, то есть в Москве потеплее, но у нас тоже будет расти. И это доказано уже садоводами, которые выращивают успешно в Ленобласти эту грушу. Тимбали – это также китайская груша, тоже такая круглая, как яблоко выглядит, сочная очень, зимняя. Значит, если не нормировать урожай на Тимбали, то будет очень мелкие яблоки груша круглого, такого формы круглые. Но, тем не менее, мне очень нравится сочная, с ароматом таким приятным. Февральский сувенир, ничего не могу сказать, это тоже, соответственно, зимняя. Чудесница, сочная, яковлевская, очень похожа на болгарскую красавицу, но она дольше лежит и немножко позднее созревает. Рябина Титан, это крупная такая садовая рябина, которую буду прививать на дикую рябину. Яблоня Айнур, по-моему, из Казахстана, это их любимый сорт. Они даже фильм сняли под названием Айнур в честь это как раз этого сорта яблонь. Яблоня ананасная, белорусская сладкая, это популярный сорт, который очень любят белорусы, один из самых популярных в Беларуси. Брянская золотистая, это смесь голдена с чем-то нашим, видимо. Вильям Спрайт — это летнее яблоко, то есть здесь обычно яблоки все зимние, а это летнее. Вообще вот эта вся посылка посвящена семечковым, то есть груша в основном и яблоня.
Предыдущее видео я снимала посылки, которые косточковые приходили. William Sprite, то есть, соответственно, это вот летнее яблоко, очень красивое, красное. Они очень большого размера и вкусное. Одно из лучших летних яблок, считаю. Гала, это вот то, что в магазине вы можете купить. Известное яблоко. Кандриль Орловский, ничего не могу сказать, только вот купил ради интереса. Red Love Calypso. Этот сорт приехал к нам из Америки. А серия Red Love Calypso это вот именно сорт. Красное мясо яблоки. Вкус средний, размер маленький довольно. Вот примерно такие небольшие. Но хочу попробовать. Прямо вот темный, насыщенный, кровавый такой цвет. Honey Crisp это то, что в магазине хрустящее яблочко, зимнее. Яблоня Эра это на самом деле Red Love Эра из той же серии. Calypso и Эра от одного селекционера и того же. Ну, вкусы очень похожие, вид очень похожий, на самом деле почти идентичные яблоки. Сбор за комплектацию заказа составил 300 рублей в моем случае. Это 10 рублей за черенок. Черешня ленинградская черная. Черешня черемошная. Это желтая черешня, которую, кстати, не обклевывают так сильно дрозды и вообще птицы, потому что они думают, что она не созрела. Ленинградская черная это как раз, вот, собственно, из названия говорится о том, что этот сорт выведен для очень холодных условий, как Ленинградская область, Ленинградская черная. Но это старый сорт, то есть он довольно сильно болеет. Плоды, ну так себе, по вкусу средний, не самый лучший вкус. Вот, в общем, старый сорт, не очень хороший, но зато зимостойкий. Груша самарская красавица, это похоже на толгарскую красавицу, только более северная, более морозостойкая. Ну, чем-то схожая очень. Боярышник Людмила, это вот такие вот прям, вот такие вот плоды большие, довольно вкусные. Абрикос персиковый китайский и персиковый сибирский. Вот это новые сорта, еще не очень изученные. В интернете есть только одно упоминание, вот, скорее всего, китайском персике, вот, абрикосе персиковом, которые, в общем, крупные, большие абрикосы с чем-то напоминающие персик по вкусу. Очень интересные сорта, обязательно превью их в этом году и покажу вам результат. Прививать буду в Ленобласти на сливу. Абрикос и персик можно прививать на сливу. Груша толгарская красавица, это вот там популярная и очень любимая на юге России груша. Она, в общем, осенне-зимняя и висит очень долго на дереве, можно собирать совершенно спокойно. Так что советую тоже, но, к сожалению, для Ленобласти с натяжкой. Москва еще более-менее, она южная довольно. И рябина гранатная. Это еще самим Мичуриным была скрещена. Рябина дикая с, честно говоря, не помню чем, по-моему, с боярышником вместе. Это вот такое вот открытие Мичурина. И тоже, соответственно, буду этот сорт обязательно в этом году прививать. И убираю наши черенки в погреб. Температура у нас сейчас на градуснике 0 градусов, а идеальные условия хранения от 0 до 3 градусов. Вот сюда, к остальным череночкам, мы кладем наши черенки. И примерно в середине апреля мы достанем их и будем прививать. Сначала косточковые прививать, потом уже семечковые. То есть в середине, в конце апреля будем доставать. Я достал наши черенки из погреба. Сегодня 26 апреля. Черенки сохранились очень хорошо. Нету подсохших. И главное, что почки спят. Почки не раскрылись. Довольно поздно я вынул, потому что были морозы -4 на протяжении недели. Вот. И состоянием доволен. Теперь секатором я отрезаю кончики, там где воском было обработано, и ставлю на влагозарядку. На влагозарядку буквально вот на донышке у меня вода. В эту воду я могу добавить гетероауксин.
2 капсулы на 10 литров. Как видите, тут не 10 литров, тут намного меньше. Вот, также я могу вместо гетероауксина использовать аскорбиновую кислоту. В аптеке можно купить 2,5 мг, разбавить на 1 литр воды. Это делается для того, чтобы черенки, когда вы будете прививать, они лучше срастались. И не забывайте, что образование камбия лучше всего происходит при температуре от 20 градусов до 30 градусов. А также прививать не стоит, когда температура меньше 8 градусов, и особенно когда в прогнозе прогноз как бы 8 и меньше на ближайшие 10 дней.